Ирина стояла в приемной роддома с новорожденной дочерью на руках. Вокруг суетилась нянечка и бесконечно спрашивала: «Так что, милая, ты мужу-то сообщила о том, что тебя выписывают сегодня?» Ирина молчала и старалась не плакать. Куда она теперь с дочкой? Потом вздохнула и сказала: «От радости, тетя Маша, перепутала, наверное». «Так что ж ты, милая?» Нянечка остановилась и испуганно посмотрела на Ирину. «Как теперь? А кто тебя заберет-то?» «На такси поеду», — улыбнулась Ира, едва сдерживаясь. «Коля на работе, ему не дозвониться в цех. Подержите дочку». Она осторожно передала маленький розовый конверт тете Маше. «Я сейчас такси вызову и домой уеду. Коля с работы придет, а там сюрприз. Знаете, как обрадуется?» Она тараторила все это, стараясь забить липкий страх того, что сейчас приедет домой, а там никого. Никто ее там не ждет, и никто ничего не приготовил к ее приезду. Пока вызывала такси, пока ждала эти бесконечные 15 минут, кожей чувствовала, как шушукаются медсестры, обсуждая очередную брошенку с ребенком. Сколько их таких выходит, а потом уезжают в пустоту на такси. «Не переживай, милая». Тетя Маша участливо похлопала ее по руке. «А думается, еще мужик твой. От своего дитя только совсем пропащий отказаться может». Да, Ира не выдержала и расплакалась. Вот он есть совсем пропащий. Она шмыгнула носом. Или дурак. «Ну тогда зачем он тебе?» Улыбнулась тетя Маша. «Главное, что ты теперь не одна. Не заметишь, как дочка вырастет, и забудешь дурака своего, а то и замуж выйдешь. Ты смотри, какая красавица!» Она говорила ласково и поглаживала Иру по руке. «Не плачь. Зачем тебе дурак-то?» «Незачем», — согласилась Ирина. «Люблю я его». «А он-то тебя любит?» Тетя Маша заглянула в глаза Ирине. «Он мать свою больше любит», — разревелась та. «А она тебя терпеть не может», — вздохнула тетя Маша. «Да?» Если б раньше Ирина это поняла, то и не было бы унижения и одиночества сейчас. И не сидела бы она, не ждала желтую машину с шашечками в одиночестве в роддоме. Господи, надо было за Дениса замуж выходить. Пусть и не любила его, но он-то любил. Все-все бы для нее сделал. Нет, влюбилась в Колю, на все глаза закрыла. Для нее, деревенской, Коля был как принц из сказки. Молодой инженер, и семья такая, как с картинки. Мама домохозяйка, никогда не работала. Дома ходила в туфлях на каблучке и в нарядном платье. Это Ирину поразило больше всего. Как она не боится замараться в таком, посуду мыть, а полы тоже моют в таком платье. Дома-то безукоризненная чистота. Отец у Николая был большой начальник, у него даже дома был кабинет. Туда строго-настрого запрещалось заходить. Потом только Ира узнала, что Виолетта Сергеевна сама дома ничего не делает. Соседка приходит и полы моет, и посуду. Но в первый раз, когда Коля привел ее знакомиться с матерью, Ирина восторженно смотрела на Виолетту Сергеевну, как на... Она даже слова тогда не могла подобрать. «Тапки ей выдай», — поджав недовольно губки, сказала Виолетта Сергеевна сыну. «Гостевые». И, не взглянув на Иру, ушла в гостиную. Ира стояла с букетом роз, который выбрал Коля, любимого маминого кремового цвета, и не знала, как себя вести. «Проходи», — улыбнулся Коля.
Не переживай, у мамы в это время всегда неважное настроение». Настроение у Виолетты Сергеевны не улучшилось ни через час, ни потом. Ирина даже сделала предположение, что оно моментально портится именно тогда, когда Виолетта Сергеевна видит ее. Первые полгода после свадьбы Коля и Ира жили у его родителей в огромной 4-комнатной квартире с высокими потолками в центре города. «У Коленьки своя спальня, а ты свои вещички». Виолетта Сергеевна поджала губки, как и в первый раз. «Поставь комнату у кухни, там кровать есть, располагайся». «Мама!» – рассмеялся Коля. «Это же комната прислуги. Ты, наверное, забыла, мы поженились вчера, и Ира теперь моя жена». «Такое не забудешь», – с отвращением сказала Виолетта Сергеевна. «Все это...» Она раздраженно махнула рукой. «И всех этих...» У нее раздулись ноздри, и Ирине стало смешно. «И всех этих новоприобретенных родственников». «Мама!» – слегка укоризненно сказал Коля. «Да, я твоя мама и забочусь о тебе. Ты должен высыпаться. У тебя ответственная работа, и у тебя аспирантура. Ты должен быть сосредоточен на этом, а не на плотских утехах». «Мама!» – недовольно воскликнул Коля. «Я взрослый мальчик. Позволь, я сам решу этот вопрос». «Не надо ссориться», – улыбнулась Ирина. «Я могу расположиться в той комнате». Так они и жили. Ирина доучивалась в техникуме и хлопотала дома. Виолетта Сергеевна уступила ей эту обязанность. Николай жил в своей комнате, навещая Ирину по ночам. Но когда выяснилось, что Ира забеременела, Виолетта Сергеевна устроила грандиозный скандал. «Какие могут быть дети?» – кричала она и топала ногами от возмущения. «Прекратите это немедленно! У тебя аспирантура!» Она раздраженно тыкала сыну в грудь. «А ты со своими пеленками и воем по ночам?» Она раздула тонкие ноздри и тяжело дышала. Виолетта Сергеевна бушевала до самой ночи. «Вилечка!» Вечером не выдержал муж и вышел из кабинета. «Вилечка, дорогая, мне надо работать». «И Коленьке тоже надо работать. А теперь у нас будет проходной дом». Она зло посмотрела на Ирину, которая накрывала на стол к ужину. «Нет!» Она хлопнула рукой по столу, так что жалобно взвизгнули начищенные мельхиоровые столовые приборы. «Теперь у нас будет дом малютки». Она отвернулась и всхлипнула. «Не переживай, Вилечка», — улыбнулся муж. «Я все решу». Через месяц они переехали в однокомнатную квартиру. Точнее, переехала Ирина, а Николай стал жить на 2 дома. «У меня аспирантура, Ирочка», — говорил он, отправляясь ночевать в родительскую квартиру. «Как ты не понимаешь? Мне нужны тишина и сосредоточенность». «А я?» – спрашивала Ирина, зная ответ. Когда Ира вышла в декрет, Коля почти перестал появляться дома. Приходил раз в неделю, приносил деньги. «Коля, мне так тяжело», – жаловалась Ира. «Сходи в магазин, пожалуйста. Сегодня ноги отекли. Я встать не могу совсем. Мне до родов осталось 2 недели, не больше». «Давай без этих ужасающих подробностей», – рассердился Николай. «А то я заснуть не смогу сегодня». «Коля, тебе надо дома, со мной жить», – начала Ирина, понимая, что этого не будет. «У меня в любое время могут воды отойти. Кто мне поможет? Надо будет скорую вызвать». «Прекрати», – разозлился Коля, бросил деньги на тумбочку и хлопнул дверью. На следующий день
К Ирине пришли подружки из техникума проведать. Помогли прибраться, купили продукты. «Ой, девчонки, какие вы молодцы!» Расплакалась Ирина. «Спасли меня просто!» «А кроватка?» Спросила Света. Ее самая близкая подружка, тоже из деревни, как и Ирина. «Купила?» «Нет еще». Слабо улыбнулась Ирина. «Ты, блин, как без мужа живешь?» Рассердилась Светка. «Он у тебя что, косорукий? Давно надо было кроватку купить, и собрать уже пора. Ты, может, завтра родишь? А куда ребенка? На пол положишь? А коляска?» Наступала Светка. «Ой, не кричи, Свет. Коля работает и учится, ему все некогда». Отмахнулась Ирина. «Ладно», усмехнулась Светка, «мы потом с тобой об этом поболтаем, вдвоем. Сомнения у меня есть». Не закончила она, но многозначительно посмотрела на подругу. Через день девчонки снова нагрянули в гости. «Мы еще Дениса прихватили», — сказала Светка. «У нас для тебя подарок. Скинулись группой». Она улыбнулась и дала отмашку неловко топтавшемуся при входе Денису. «Давай, заноси». «Та-дам!» — закричали девчонки. «Кроватка!» «Да ладно, спасибо, девочки!» — расплакалась Ирина. «Родные мои! Денис, спасибо!» Денис затащил коробку, разулся и разложил ее в середине комнаты. «Сейчас соберу», — серьезно сказал он. «Я все инструменты принес, не знал, какие у тебя есть». Он старался не смотреть на Ирину, жутко стесняясь. «Так, девочки, а мы сейчас на стол соберем», — скомандовала Светка. «А ты садись и командуй нами, как твоя свекруха». «У нее селенок на это не хватит», — открыв своим ключом квартиру, сказала Виолетта Сергеевна. «Я думала, наша будущая мать готовится к рождению ребенка». Она раздула тонкие ноздри. «А у нее тут шабаш, веселье и пьянка. А муж твой об этом знает?» Она прошла, не снимая сапог. «Так, старушка». Светка встала перед ней. «Сапоги сними, я только пол вымыла». «Такие, как ты, и должны этим заниматься», — рявкнула Виолетта Сергеевна. «Коля узнает, что у тебя в доме мужчина, и теперь неизвестно, а Колин ли это ребенок или вот этого». Она раздраженно махнула рукой в сторону Дениса. «Бабушка, вам пора». Денис подошел, сгреб Виолетту Сергеевну в охапку и вынес за дверь. «До свидания. Ире сейчас нельзя волноваться и общаться с такими змеюками, как вы». Ирина попыталась вскочить и побежать за свекровью, но тут же схватилась за живот. «Ну вот, смотри, как хорошо, что мы у тебя оказались», — заговаривала боль Светка. «Дениска сейчас скорую вызовет, и все будет хорошо. Ты не плачь, не плачь. Ира, все будет хорошо. Я с тобой поеду в больницу, а девчонки все помоют, приберут к твоему приезду. Квартира будет сверкать. Так ведь, девчонки?» «Конечно. А сумку собрала уже с собой?» «Да». Ирина сморщилась. «Там, у кровати. Ключи от квартиры на тумбочке». Светка проводила Иру до больницы, дождалась, что ее приняли, и поехала к ней домой, чтобы все подготовить. Кроватку собрали, мусор вынесли, полы намыли. Коля пришел в роддом один раз. Прислал передачку, кулек апельсинов и записку. В ней ни слова поздравления или вопросов о новорожденной дочке. Написано «Поправляйся». «Я что, болею, по его мнению?» – рассердилась Ирина. Она стояла у окна в надежде, что Коля найдет ее палату и будет ждать, как другие, чтобы она показала ему дочь.
Под окнами постоянно ждали радостные мужья, кричали по именам и фамилиям своих жен. Коля, не оглядываясь, прошел мимо и вышел за ворота. О том, что их с дочерью выписывают завтра, Ирина сообщила Коле. Позвонила специально вечером, чтобы он точно был дома. «Коленька», сдерживаясь, чтобы не наговорить лишнего, сказала Ирина. «У нас все хорошо. Завтра нас выписывают. Забирай в 3 часа. Не забудь только из дома прихватить теплое одеяльце, чтобы дочка не простыла. Там, на кровати лежит. Хорошо?» «Мне некогда», — сказал Коля и повесил трубку. Ирина не поверила тому, что услышала, и до последней минуты ждала, что он придет. Но на следующий день пришла свекровь. «Я тебе документы принесла». Она бросила листок на стол. «Подпиши везде, где стоит карандашом галочка». «А что я должна подписать?» — сухо спросила Ирина. «Естественно, документы о разводе». Усмехнулась Виолетта Сергеевна. «Думаешь, после того, как я застукала тебя с мужиком в нашей квартире, кто-то поверит тебе, что это Колина дочь?» «Застукала меня?» — опешила Ирина. «Вы с ума сошли! Ко мне пришли подружки из техникума». «Значит, этот 2-метровый чурбан тоже твоя подружка?» — перебила Виолетта Сергеевна. «Прости, не заметила». «Он пришел помочь собрать кроватку для вашей внучки». «Это еще вопрос, наша ли она?» — усмехнулась свекровь. «Потому что ее отец даже не удосужился купить кроватку для ребенка», — не обращая внимания, сказала Ирина. «Ничего подписывать я не буду». «Значит, будет суд», — разозлилась Виолетта Сергеевна. «Хорошо», — сказала Ирина. «А еще я схожу на работу Николая и спрошу, какую помощь должен оказывать муж жене с новорожденным ребенком?» Виолетта Сергеевна покраснела. «Лучше подпиши, деревенщина», – прошипела она, – «и выметайся из нашей квартиры». «Ага», – хмыкнула Ирина. Через полгода их развели после безуспешных попыток примирить супругов через суд. Через 3 года Ирина вышла замуж за Дениса, он усыновил ее дочь. А Николай так и не женился, диссертацию не защитил, потому что спился и до конца жизни не смог простить Виолетту Сергеевну за то, что она разрушила его семью. Тайком ходил и смотрел, как растет его дочь. И с каждым годом все больше убеждался в том, что дочка точно его, но теперь только по крови. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.